И снова всем привет! И снова вы на канале Ural Adventure Company. И снова понедельник, а это значит день видосов про города. Если до сих пор смотришь, не подписавшись, давай скорее жмакай и подписывайся. Ну и, собственно, сегодня в выпуске речь пойдет про один из самых теплых городов Российской Федерации, про один из самых зеленых и, наверное, самых молодых городов. Но так как первую часть видео я снимал в прошлом году, а если быть точным, то, по-моему, в ноябре или в начале декабря, но смонтировав, понял, что видео сплошное, видео меня, а не города, а за Ростов. Вот, кстати, ссылочка на ролик мне уже наваляли мои комментаторы, поэтому я решил вернуться сюда и добавить виды города. Не переживайте, будет смешение двух времен года, поздней осени и ранней весны, поэтому поехали. Яркий, зеленый, красивый, нарядный и очень чистый. И очень зеленый. Все эти эпитеты про Краснодар. Идем дальше. Краснодар, ну или Екатеринодар, как он был изначально назван, считается, что был основан в 1783 году после подарка Екатерины II казакам за участие в российско-турецкой войне. Но ни для кого не секрет, что это были такие плодородные земли. Да тут до сих пор, мне кажется, черенок от лопаты воткни острием вверх, и он прорастет. Но одна из местных достопримечательностей — это, конечно же, улица Красная, и, на которой сейчас я нахожусь, и Триумфальная арка. Эту арку, как подарок Александру Третьему, подарили местные предприниматели в 1888 году. Но уже в 1920-м, сейчас камеру, местные градоначальники посчитали, что арка мешает трамвайному движению, и эту арку снесли. Восстановили ее только... О, тут, кстати, все написано. В 2006 году. Сейчас покажем. Вот она, Триумфальная арка. Вот так. Если пройти через улицу Бабушкина, то можно подойти к памятнику Святой Екатерине. Считается, что это покровительница города, потому что, собственно, Екатерина II, как я уже сказал, подарила земли казакам. Ну и, что интересно, человек из Екатеринбурга ходит и рассказывает про город Екатеринодар. Ну вот он, этот памятник. Пройдите дальше еще 200 метров, и перед вами будет самый самобытный, самый интересный ресторан Краснодара — Бомбараш. Обязательно к посещению. Хэштег обязательно к посещению. Ребята, Краснодар, довольно зеленый, это я уже говорил. Много эпитетов сказано об этом городе, но здесь даже зима не зима. Если честно, не понимаю, как южные жители живут, не видя снега круглый год. Бедные ребята. Собственно, вот он, ресторан Бомбараш и знаменитая ноябрьская зелень в Краснодаре. Вообще, центр города и улица Красная — это прям визитная карточка Краснодара. И летом, когда здесь невыносимая жара, за 40 градусов, все местные жители, наверное, почти все, вечером выходят сюда гулять. Здесь нереально весело, нереально
интересно. Здесь играют уличные музыканты. Здесь очень много памятников малой архитектурной формы. Здесь очень много домов эпохи создания города. Хотите узнать Краснодар? Вам сюда. Ребят, но это все история. Если мы говорим о современном городе, о Краснодаре, то, конечно, наверное, без приукрашивания, все его жители знают и очень благодарны такому бизнесмену, как Галицкий. Это основатель одной из крупнейших торговых сетей в Российской Федерации. И человек, который безвозмездно для города построил огромный стадион, который соответствует международному уровню. Это человек, который сделал за свои деньги для города уникальный, не побоюсь этого слова, хотя я его не особо люблю, парк. В чем уникальность? В том, что в этом парке собраны интересные деревья, которые не могут жить в этом климате. И для таких деревьев в парке Галицкого создана своя микроэкоструктура, микроэкосистема, даже, наверное, вот так скажу. Поддерживается именно тот баланс влажности, температуры, который необходим, собственно, ровно для этого дерева. Хотите посмотреть? Вперед! Покупаем билеты и в Краснодар, ребят. Ну и, собственно, вот она, база подготовки юного состава футбольной сборной Краснодара. Больше 5000 молодых людей здесь проводят обучение. Все за счет частного финансирования. И, наверное, тут будущие Месси тренируются. Ну или кто там сейчас в топе футбольных новостей? Пиши в комментарии. Вот еще один шар со своим микроклиматом, с ультрафиолетовыми установками, с печками и рыбками. Ребят, если вы хотите посмотреть на что-то необычное в Краснодаре, здесь очень много необычных памятников. Ну, начнем с того, что есть памятник влюбленным собакам. Есть памятник фильму «Операция И», где Шурик идет и читает книжку, заглядывая через плечо. Кстати, забыл, как зовут главную героиню. Напишите в комментариях, кто это. В общем, давайте, все сюда. Если хотите побывать на традиционном южном рынке, но в современной его обработке. Ребят, вам самый центр Краснодара. Сейчас покажу. Это территория не то что низких цен, это территория, где можно до сих пор еще торговаться, назначать свою цену. Вот так. А знал ли это ты? Пиши в комментарии. На этом краткие обзоры прогулки сумасшедшего по Красноярску. Почему по Красноярску? По Краснодару, конечно же. Прогулки по Краснодару окончены. Пишите в комментариях, если понравилось. Если не понравилось, можете попробовать написать туда же. Обещаю, не буду удалять первых 2 дня. Ставим лайки и подписываемся на канал. Будьте с нами. Не переключайтесь. До новых встреч.